Вы должны вернуться домой, а мне нужен мой капитан. Я буду управлять транспортером, у вас 2 минуты 10 секунд. Тогда у меня есть время на разговор. Когда произойдет галактический переворот, предсказанный халканцами? Примерно через 240 лет. И каковы будут последствия? Империя, разумеется, будет разрушена. Нелогичная трата сил, мистер Спок. Трата жизни, ресурсов, времени. Ваша империя нелогична, потому что она обречена. И вы ведете себя нелогично, будучи ее добровольным членом. У вас 1 минута и 23 секунды. Если перемены неизбежны, предсказуемы и благотворны, разве нелогично быть на их стороне? Один человек не может изменить будущее, но он может изменить настоящее. Станьте капитаном Энтерпрайза, мистер Спок. Найдите логичную причину пощадить халганцев и держитесь за нее. И жмите до упора. Вы можете защитить себя лучше, чем любой человек во флоте. Капитан, идите в камеру. Что скажете, Спок? Мне понадобится большая сила. В моей каюте есть прибор, который сделает вас непобедимым. Вот как. Что будет дальше? Прошлое или будущее? Тирания или свобода? Решать вам. Вам пора. Любая революция начинается с одного человека. Капитан Кирк? Я это обдумаю. Мистер Спок, что это? Какого черта здесь происходит, мистер Спок? Хорошо, что вы снова здесь, капитан. Вернулись назад. Похоже, вы временно поменялись местами с вашими двойниками из параллельной вселенной. Большая часть экипажа не в курсе этих событий. Я собирался... Я знаю, что случилось, Спок. Я хочу знать, почему. Кто виноват? Ионный шторм нарушил однородность транспортации, что привело к смещению квантовой волновой сигнатуры группы высадки. Шеф Кайл был за пультом. Он был подвергнут наказанию. Лучше бы так и было. Мистер Спок, сэр, проверьте цепи транспортера, убедитесь, что это не повторится. Есть. Я полагаю, с халканцами уже разобрались? Ну, похоже, я все должен делать сам. Кирк мостику. Халканская столица сейчас в зоне поражения. Войдет в зону через 4 минуты, сэр. Отлично, я иду к вам. С возвращением, капитан. Жду тебя в своей каюте. Капитан на мостике. Лейтенант, вызовите мне халканцев. Где мой навигатор? Капитан, мистер Чехов? Ричмонд Чехов, немедленно займите ваш пост. Это очень милосердно с вашей стороны простить мистера Чехова после его покушения. Я согласен, что кабина огонь оказала достаточное воздействие. Что вы там копаетесь, лейтенант? Они ответили? Глава Совета Тарн на связи. Ваше время вышло. Я уже устал играть с вами. Это не игра, капитан Кирк. О нет, совсем не игра. У вас есть 30 секунд, чтобы передать мне ваши делитивые кристаллы, или это лицо станет последним, что вы увидите. Это было бы крайне неразумно, капитан. Но мы пойдем на смерть, чтобы защитить наши принципы. Будь по-вашему. Начинайте отчет, готовьте фазеры. Стоп. Зарядите фотонные торпеды. Максимальное рассеяние. Капитан, у халканцев нет планетарной защитной сети. В шквале торпед нет необходимости. Радиоактивные осадки, скорее всего, уничтожат все население. Скорее всего. И уместно, да? Пример для всех, кто бросит вызов Империи.
Капитан, если позволите. Логика подсказывает, что сохранение халканской цивилизации может приносить прибыль Империи в течение многих лет. Вы можете быть первым, кто создаст прецедент дипломатии, принесший долгосрочную выгоду. Я бы рекомендовал умеренное воздействие. Это правда есть о чем задуматься, мистер Спок. Огонь! Космос. Последняя битва. Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию поиска и порабощения странных новых миров, расширение наших владений и покорение всех, кто выступит против нас, завоевание галактики во славу Империи. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джина Роденберри «Звездный путь». В главных ролях Вик Миньона, Тодд Хабберкон в роли мистера Спока, Чак Хубер в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Кто на свете всех милее? Сценарий Джеймса Кервина и Вика Миньона. Личный журнал первого офицера. Капитан Кирк уничтожил народ Халкана, и я не смог это предотвратить. Сейчас я разрываюсь между преданностью Империи и логикой, предсказывающей неминуемость ее гибели. Доложите результат. Все торпеды попали в цель, капитан. Халканские города разрушены. Благодарю, Джон. Меня зовут Смит, сэр. Мистер Спок, не могли бы вы объяснить, что это сейчас было? С каких-то пор вы оспариваете имперские приказы? Я просто отметил очевидные преимущества альтернативного курса, которые вы решили проигнорировать. Ухора, свяжитесь со Звездным флотом. Сообщите им, что я выполнил задание. Сообщите им, что на планете можно приступать к открытой разработке делития. А заодно отметьте возражение мистера Спока. Есть, сэр? Мичман Чехов докладывает. Капитан, я бы хотел поблагодарить вас за возможность вернуться к своим обязанностям. Мичман, я надеюсь, вы усвоили урок? Да, сэр. Хорошо. Верните его в кабину огонь. Но, капитан, я передумал. Да, сэр, вы же сказали. Я передумал. Лейтенант, вызовите мистера Лесли на пост навигатора. Да, сэр. Капитан? Я фиксирую новые взрывы под корой планеты. Какие еще взрывы? Похоже, наш торпедный шквал инициировал реакцию в слоях делития. Кристаллические решетки разрушаются. Пьезоэлектрические заряды, капитан, несомненно спланированы халканцами. Кирк транспортаторный. Скотти, подними столько делителевых кристаллов, сколько сможешь прямо в грузовой отсек. Капитан, все эти взрывы не дают возможности навестись. Да и цепи транспортера все еще повреждены. Мне не нужны оправдания, мистер Скотт. Мне нужны решения. Вы способны предоставить мне их? Прямо сейчас занимаюсь, сэр. Взрыв делития был подстроен. Почему вы это не обнаружили? Капитан, я советовал вам не поступать так. Логичнее было бы... Вам платят не за лекции по логике, мистер Спок, а за то, чтобы вы делали свою работу. Ее я и делаю, сэр. Я буду в своей каюте. Лейтенант, командор, не надо так смотреть. Враги капитана долго не живут, и я не хочу стать одной из них. Командор, 3 андрианских корабля вышли из варпа на границе системы. Компьютер, анализ приближающихся кораблей. Работаю. Линейные крейсеры класса Кумари. Вооружение, пучковые орудия полусферного охвата. Материал корпуса, сплав дюраниума. По первому разряду. Мы принимаем сообщения от андрианцев. Они говорят, что стали свидетелями уничтожения халканцев.
И они больше не собираются признавать власть Тиранской империи. Вот и началось. Что именно? Революция, лейтенант. Революция. Что случилось? Я скажу тебе, что случилось. Случилось что-то остроухий. Вздумал перечить приказам. Спок был лучшим первым офицером, о котором можно было только мечтать. В какую игру он играет? Мостик капитану Кирку. Помяни дьявола. Капитан слушает. Капитан. Сенсоры дальнего действия обнаружили андерианских повстанцев на курсе перехвата. В любой момент, в случае любых агрессивных действий, уничтожьте их. Конец связи. Капитан, андерианское правительство не станет... Вы опять высказываете свое мнение, когда вас никто не просит. Уничтожить их. Я не стану. Ладно, Спок. Вам что-то нужно. Что же это? Что вам обещал тот самозванец? То, что он обещал мне, капитан. Что-то, что вы не сможете дать. Я был прав. Вся галактика сошла с ума. Что случилось, пока меня не было? Самозванец, очевидно, занял мое место. А где еще он побывал? Действия, предпринятые против халканцев, были нелогичными. Они, по всей видимости, станут катализатором, ставящим под угрозу само существование Империи. Однако возможен и путь в будущее. Но это будущее несовместимо с нашим нынешним командованием. Спок. А мы ведь так хорошо ладили вместе. Нет. Нет, Джеймс! Что с ним не так? Почему он не работает? Я не знаю. Почему он не работает? Охрану в мою каюту. Отставить приказ. Кирк Фарреллу. Фаррелл слушает, сэр. Пришлите двоих моих личных охранников в моей каюте немедленно. Немедленно, сэр. И держите этот канал зашифрованным. Конец связи. Что ты будешь делать? Положу конец этому безумию раз и навсегда. А что? Беспокоишься обо мне? Я женщина капитана? О да, так ведь? Да. Войдите. Капитан? Сопроводите меня на мостик. Мы возьмем командора Спока под стражу. Сэр? У вас что, проблема со слухом, мистер? Нет, сэр. Жди. Вернусь через час. Командор, то, о чем просит капитан, это невозможно. Мистер Скотт, я должен поговорить с вами. Неофициально. Сэр? Когда вы были в другой реальности, что вы там видели? Я видел слабость, командор. Возможно, то, что вы видели, был мир. Возможно ли это, мистер Скотт?
Командор, такие разговоры доведут лишь до одного — кабины агонии. Вы говорите слабость. Но истинная слабость лежит в основе тиранской империи. Она держится на незримых узах страха. Разрушение халканской цивилизации станет последней каплей для внешних колоний. Восстание неизбежно случилось бы, но мы приблизили его. Нам не уцелеть в полномасштабном восстании. Но мир, который вы видели там, достижим и в нашей реальности. Мистер Спок, то, что вы говорите, это мятеж. Журнал капитана, дополнение. Что-то случилось, пока меня не было на борту Энтерпрайза. Командор Спок осмелился посягнуть на капитанское кресло, но он в последний раз оспорил мои приказы. Мистер Спок, вы арестованы. Где мой офицер по науке? Я не знаю, сэр, я... Где мистер Спок? Я думаю, он с транспортаторами, капитан. Умничка. Фазеры наготове. Не хотела бы я сейчас быть Споком. А я не уверен, хочу ли я вообще быть на этом корабле. Где мистер Спок? Капитан, где мистер Спок? Что здесь было, рядовой? Так, попробуем еще раз. Мистер Спок — предатель. Я хочу знать, где он находится. Доставьте его в лазарет. Пусть Маккой образумит его. Всему экипажу, это капитан. Первый офицер Спок поднял мятеж и бежал с мостика. Он должен быть задержан и помещен под арест. Тот, кто исполнит это, будет дважды повышен в ранге. Это все. Я советую тебе бросить оружие, приятель. Доктор? Еще дозу. Я никогда раньше не давал так много. Интересно, что с ним будет? Капитан, мертвым он бесполезен. Неудачный сегодня день, да? А вот доктор Маккой наслаждается. Так что, если не хочешь, чтобы он продолжил, где мистер Спок? Он направился к вспомогательному управлению. Вместе с мистером Скоттом. Он весь ваш доктор. Да, сэр. И отвесь этому эльфу-изменнику оплюху от меня, когда поймаешь его, Джим. Кирк Сулу. Шеф службы безопасности Сулу, ответьте. Это Сулу. Направьте команду к вспомогательному управлению. Арестовать мистера Спока и лейтенант-командора Скотта. Разрешаю огонь на поражение. Огонь на поражение, капитан? Тогда возможны потери с обеих сторон. Ну так возьмите чех, выпустите его вперед, отбой.
Мне надо идти. Ох, Хикару, не ломай веселье. Я серьезно. Капитан не так часто дает кому-то второй шанс, я не хочу упускать его. Кроме того, без Скотта и Спока на пути. Угадай, кто будет следующим первым офицером? Конечно. А ты дашь мне рекомендации? Ну я же обещал тебе. Значит, в это время на следующей неделе? Конечно. Ты же знаешь, что ты лучший. Я заблокировал управление с мостика, переключил на навигацию, рулевое управление и дальнюю связь. Заприте оружейную. И столько палуб, сколько сможете. Да, сэр? Благодарю, мистер Скотт. Транслируйте эту запись по всем судовым каналам. Их фазеры? Они установлены лишь на оглушение. Убийство — это путь Империи. Путь Капитана. Путь, который необходимо изменить. Присоединяйтесь к нам, мистер Чехов. Станьте частью будущего, а не прошлого. Докладывайте. Андрианские корабли вышли на орбиту, сэр. Они заряжают орудия. Объявить боевую тревогу, приготовить главный ряд фазеров. Они требуют нашей капитуляции, капитан. Это был предупредительный выстрел нам по носу. Щиты держатся. Предупредительный выстрел. Трусы. Наводите снять главный корабль и открывайте огонь. Капитан? Я сказал огонь! Есть, сэр! Орудия блокированы. Блокированы откуда? Внимание, экипаж ИСС Enterprise. Это первый офицер Спок. Сейчас вам уже известно об уничтожении мирных жителей Халкана. Лейтенант, прервите эту трансляцию. Этот поступок приблизил крушение Тиранской империи. Цивилизация, построенная на наследии насилия, террора, не... Прервите трансляцию! Получается, сэр! Пришло время обрести новое видение. Видение равенства, морали, всегалактического мира. Философии, основанной на бесконечном разнообразии, в бесконечных сочетаниях. Это будущее может стать нашим, но не при нынешнем командовании. Присоединяйтесь ко мне. Вместе мы построим наше общее будущее. Журнал капитана. Дополнение. Андрианцы хотят отомстить за халканцев. Первый офицер Спок предал и меня, и Империю. Я не потеряю Enterprise. Наши щиты не смогут держаться вечно, командор. Сэр, она хотела поговорить с вами. Она не представляет угрозы. Командор, мы должны добраться до каюты капитана Кирка. Сейчас же, лейтенант Моро, это было бы совершенно неразумно. Черт возьми, мистер Спок, я могу помочь. Просто пойдемте со мной, пожалуйста. Мистер Скотт, зашифруйте сообщение для андрианцев. Сообщите им, что мы контролируем Enterprise. И что мы готовы присоединиться к ним. Я сразу же вернусь. Или вовсе не вернетесь. Лейтенант, выключите эту чертову запись! Сэр, андрианцы отключают свои орудия. Я обнаружил на передаче вспомогательного управления, капитан. Мы просим мира? Чёрта с два мы! Мистер Лесли! Мистер Лесли не вышел на дежурство, сэр. Ну так найди кого-нибудь, чтобы заменить его. Мне нужен навигатор, нужен прямо сейчас.
Присоединяйтесь к Так нам. вот оно как! Мы построим Вот с чем мне приходится работать. Я могу управлять Энтерпрайзом, сэр. Все что угодно. Это первый... Проложи курс звездной базе 34, максимальный варп. Уже известно об уничтожении мирных жителей Халкана. Простите, капитан, управление не отвечает, я пыталась, но я не могу. Не можете? Вы же утверждали, что можете управлять моим кораблем. Да вы даже не можете увести нас с орбиты. Навигация была перенаправлена к вспомогательному управлению, и я ничего не могу сделать. Лейтенант, вы освобождаетесь от обязанностей. Отправляйтесь на гауптвахту. Сэр, капитан, это не ее вина. Я сказал на гауптвахту. Ну, хватит. Бесконечному разнообразию, бесконечному... Мы нашли его на 8-й палубе без сознания, сэр. Чехов и остальные. Они нас предали. Присоединяйтесь ко мне. Вместе мы построим наше общее будущее. Внимание, экипаж Вернитесь на СС пост. Enterprise. Это первый офицер Спок. Сейчас вам уже известно об уничтожении... Ну, разве мирных не жителей милосерден? Халкана. Этот поступок... Сулу, мостик ваш. Тиранской империи. Цивилизация Я хочу вернуть свой корабль. насилие... Или многих из вас ждет кабина. Пришло время обрести новое видение. Видение равенства, морали, всегалактического мира, философии, основанной на бесконечном разнообразии, На что уставилась? сочетании. Ты слышал, капитан? Будущее может За работу. стать нашим, но не при нынешнем командовании. Я надеялся, что ты вернешься в мою смену. О, рад меня видеть? Конечно. Полагаю, это и есть то устройство, о котором говорил другой капитан. Я удивлен, что Кирк не использовал его на мне. Он пытался. Поразительно. Джеймс повстречал инопланетную ученую в исправительной колонии Звездного флота на Танталусе-5. Он разграбил ее лабораторию после того, как порвал с ней. Тогда он и украл это устройство. Одно нажатие и проблемам конец, мистер Спок. Это изменит все. И вы хотите увидеть, как я использую это устройство на нем? Да, хочу. Но вы... женщина-капитана. Да. Но не этого капитана. Ни одна революция не может добиться успеха, используя те же методы, которые привели к краху предыдущую. Командор. Спок. Пожалуйста, придумай, как отправить меня туда, куда ушел он. Я не могу. Пожалуйста. Это не в моих силах. Но вы можете изменить что-то здесь. Все чисто, сэр. Подождите снаружи. Капитан Кирк вызывает Спока.
Капитан Кирк вызывает Спока. Капитан Кирк вызывает Спока. Спок на связи. Команда. Нет причин, по которым мы не могли бы все обсудить как цивилизованные люди. Я услышал твою логику и нахожу ее убедительной. Это достойные слова, Спок. Я вижу возможности для перемен, возможности улучшить Империю. Спок. Мостик мой. Вспомогательное управление за тобой. Кто сделает следующий шаг? Что вы предлагаете? Мы встретимся где-нибудь на нейтральной через полчаса. Палуба 5, офицерская кают-компания. Никакого оружия, никаких уловок. Только ты и я. Мы часто добивались успеха вместе, Спок. Я знаю, что мы справимся и с этим. Очень хорошо. Через полчаса. Вы же не в самом деле ему поверили? Разумеется, нет. Там же явно будет западня, зачем ему подыгрывать? Если для Империи есть хоть какая-нибудь надежда на перемены, я должен дать капитану Кирку возможность продемонстрировать это. Капитан? Командор? Никакого оружия. Я обдумывал нашу игру, пока ждал вас. Слон на уровень Ферзя 2. Конь берет слона. Ваш король теперь уязвим. Как и ваш. Кажется, у нас пад. Спок. Тебе не выиграть. Что ты будешь делать дальше? Убьешь меня, захватишь Энтерпрайз? Есть много других звездолетов, и все лояльны к Империи. Как и я. Но Империя сейчас находится на перепутье. В конце концов, все короли уязвимы. Это он вложил все эти мысли в твою вулканскую голову, да? Тот. Другой капитан. Спок. После всего, через что мы прошли, всего, что достигли, что заработали, ты станешь доверять чужаку из другой вселенной? Думаю, что стану. Тот капитан видел всю неизбежность будущего, которую вы отказываетесь видеть. Тогда ты еще больше дурак, чем я думал. Твоему мятежу придет конец, прямо здесь и сейчас. Ты что, правда думал, что я позволю тебе просто так уйти отсюда? И вот к чему это привело? Мат. По-видимому, нет. Мистер Скотт установил на этой палубе подавляющее поле 3-го класса. Очередной вероломный поступок, еще раз показывающий, почему ваше командование должно закончиться. Отчет! Тектонические взрывы дестабилизируют орбиту планеты! Мы прогоняем симуляции процессов в делительных слоях химической лаборатории. Я уже видел такое раньше. Андерианские корабли покинули орбиту и перешли на варп, сэр. Это они хорошо придумали, приятель. Отведи-ка нас подальше от этой планеты. Это твоя человеческая сторона. Я всегда знал, что ты убьешь меня ради капитанского кресла. Ты не лучше любого из нас.
Капитан Кирк, нас ждет будущее, а вы часть прошлого. Я предлагаю этому экипажу альтернативу. Этому экипажу? Этот экипаж? Им не нужна альтернатива, они пешки. А пешкам нужен король. Они нужны лишь для моих завоеваний, моих побед. Ты думаешь, у них хватит ума, чтобы последовать за тобой? Они мои, я ими распоряжаюсь. Могу их сломать или отправить на убой, они мне еще спасибо скажут. Этому экипажу? Этот экипаж? Им не нужна альтернатива, они пешки. А пешкам нужен король. Они нужны лишь для моих завоеваний, моих побед. Ты думаешь, у них хватит ума, чтобы последовать за тобой? Они мои, я ими распоряжаюсь. Могу их сломать или отправить на убой, они мне еще спасибо скажут. Ах ты подлый предатель-полукровка! Джеймс Т. Кирк, в настоящем вы отстраняетесь от командования. Пустите меня! Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Понимаю. Ты трус, Спок. Ты не настоящий лидер, у тебя даже казнить нас кишка тонка. Этот шаттл теперь в вашем распоряжении. Я рекомендую вам проложить курс до ближайшей обитаемой системы. Вам хватит запасов, чтобы добраться туда. Ты думаешь, это что-то изменит? Ну, захватили вы один корабль. И что дальше? Мир? Свобода? Империя затравит вас и прибьет, как паршивых собак. Возможно, но я попытаюсь. Ты не вывернешься, Спок. Ты всего лишь один человек. Любая революция начинается с одного человека. Кто тебе это сказал? Вы. Командор, отчет о состоянии. Все палубы докладывают о готовности, капитан. Уцелевшие халканцы безопасности на борту. Шаттл Галилей выходит из зоны действия сенсоров. Джеймс Т. Кирк выбрал свой путь. Пора и нам выбрать наш. Варп 2, Мичман. Направление, сэр. Вперед!